Привет. Сегодня я хотел бы поделиться с вами невероятной историей, которая произошла около 3 лет назад и которая за считанные дни обошла весь мир и покорила сердца миллионов людей. Одри была обычной женщиной, которая любила детей и воспитывала 3 детей в одиночку. Как всякая хорошая мать, она старалась, чтобы ее дети ни в чем не нуждались, имея 2 работы и всегда покупая лучшее для них. У Одри были большие планы и мечты. Как и другие женщины, она представляла, что она долгие годы будет играть со своими внуками и наслаждаться жизнью с множеством детских улыбок и смеха. Может быть, так и было, но в конце 2020 года она проснулась однажды утром, чувствуя себя плохо. Одри связала это с усталостью, и она решила остаться дома, а не идти на работу на несколько дней. Но через 3 дня ей не стало лучше, и она отправилась в больницу. Врач сказал ей, что ей нужно более тщательное обследование, и ей придется оставаться в больнице в течение нескольких дней. Так уж получилось, что детей было просто не с кем оставить, и поэтому она попросила соседку Тишу приютить у себя на ночью 3 детей. Женщина немного удивилась, однако, будучи сама матерью 5 детей, она сразу же согласилась. Кроме того, она объяснила соседке, что ей придется провести ночь в больнице, чтобы сделать анализы. В то время она понятия не имела, что ее жизнь так сильно изменится. На следующий день девушка пришла домой совершенно разбитая и расстроенная. Было видно, что она убита горем, но ничего не сказала. Старшая дочь соседки решала все-таки выяснить, в чем же дело. Эта новость навсегда изменила ее жизнь. Врачи обнаружили, что у Одри был рак желудка 2 степени, и у нее оставалось мало времени. Одри знала, что умирает, но больше всего ее волновало не ее будущее, а судьба 3 ее детей. За несколько дней до смерти Одри пришла к соседке с неожиданной просьбой стать опекуном ее детей. Тиша и ее муж были в небольшом шоке, но так как сама она выросла без родителей в приюте, они, не раздумывая, согласились. Ее дети и дети Одри были хорошими друзьями, и несмотря на то, что они не были богатой семьей и в их доме едва поместилось 7 человек, они все равно не отказались. Мужчина сел и через несколько секунд сказал: «Пока у меня есть силы, я не позволю этим детям оказаться в приюте. Я сделаю все, чтобы они были счастливы». После этого разговора Одри умерла через несколько дней от страшной болезни, и супруги Сильвер были полны решимости усыновить всех детей. Однако жить в таком маленьком доме, такой большой семьей, было тяжело. Одни спали на кухне, другие в коридоре, 3 на полу, но все же в этом доме была любовь и забота. Джессика и ее муж не разделяли детей на свои и усыновленные. Для них они были их дети. Многие люди, узнав об этой истории, начали писать письма на местное телевидение. Соседи также решили не оставаться в стороне, а также собрали деньги и купили новую мебель. Помогли сделать ремонт в доме, разделив детскую на 2 маленьких спальни, чтобы у каждого было свое спальное место. Продюсеры местного телеканала были настолько впечатлены поведением Тиши и ее мужа, что решили поселить семью на несколько дней в отеле, а тем временем они помогли перестроить дом со всеми удобствами для всех членов семьи. Конечно, простого разделения стен было недостаточно. Лучшие дизайнеры и инженеры разработали интерьер нового дома с местом для всех. Реконструкция дома заняла меньше месяца, но когда семья вошла в свой новый дом, они потеряли дар речи. Дети расплакались, увидев свои новые комнаты. Родители удивлялись функциональной гостиной и кухне, и это был эмоциональный момент, когда новая мебель была встроена и разделена на несколько жилых помещений.
Но это было еще не все. В обществе, где родители высоко ценились, помимо ремонта от местного телеканала, им также выдали сертификат на годы бесплатной еды для всей их семьи. И пока они были на 7-м небе от счастья, произошло то, чего никто не ожидает. Ведущий телеканала взял небольшую коробку и передал его старшему сыну, которому было 18 лет, и он не поверил своим глазам, когда открыл ее, потому что в ней был чек на большую сумму денег, которую он мог потратить на покупку собственного жилья. Но это еще не все. Ведущий попросил их выйти на улицу, где их ждал новый автомобиль. Для всего семейства. От всего этого Тиша расплакалась и сказала, что она не заслужила всего этого, так как ничего особенного не сделала. Но все люди, присутствующие на этом торжестве, сказали, что заслужила все это, как никто другой. Ведь на такой героический поступок способен не каждый. Теперь они живут в новом доме со всеми удобствами в количестве 10 человек. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!